Продолжим. Урок номер 2. Была команда Select. Выбирали поля, которые хотим увидеть. И команда From Orders 2. Поля можно в произвольном порядке писать. Ctrl-Shift-F9. Видите, показывается 4 поля по порядку: Dep, ID, Mat, Name. Можно изменить порядок. Напишем такую команду в произвольном порядке. Например, идет сначала Name, потом ID поле, потом поле Dep. Выполняем. Ctrl-Shift-F9. Видите, в порядке в таком стало. Name, ID, Dep. Также можно поля повторять. Например, еще раз запишем Dep. Dep. Ctrl-Shift-F9. Видите, 2 раза выводится поле Dep. Также можно записать запятая и еще поставить звездочку. И тогда покажутся эти поля 4. И потом запятая звездочка означает, что покажутся остальные все поля. Выведет. Ctrl-Shift-F9. Видите, выводит Name. Выводит Name. ID. Dep. А потом уже вся таблица от начала до конца, все поля. Dep, ID, Name. В общем, понятно. Такой вариант записи. Точно так же есть еще один вариант записи. Поле мы можем как-то обозвать. Например, выводим просто поле Name и с названием A1. Name A1. Ctrl-Shift-F9. Видите, поле стало называться A1. Поле Name стало называться A1. А поле, например, Dep назовем B2. Ctrl-Shift-F9. Видите, поле A1 и поле B2. То есть вариантов вывода информации очень много. Следующее. Насчет полей я рассказал. Вывод полей. Теперь выведем эту всю таблицу. Ctrl-Shift-F9. Теперь ограничим вывод данных. За ограничение вывода данных отвечает строка where. И выведем, например, значится, все данные с таблицы, где, например, Mat будет равняться строке 204, подчеркивание, 072, подчеркивание, 0. Если это текстовое поле, то его надо брать в кавычки двойные. Вот двойные кавычки. И берем поле. Данных записан 204, подчеркивание, 072, подчеркивание, 0. То есть, что означает эта строка? Выбрать
все поля из таблицы Orders 2, где поле mat равняется символьному значению 204, подчеркивание 0,72, подчеркивание 0. Попробуем выполнить эту команду. Ctrl-Shift-F9. И мы видим, что вывела только одну строку данных. Только эту строку, где mat равняется такому-то числу, значению. Теперь еще раз выведем все данные. Все данные выведем. Ctrl-Shift-F9. Точку запятой надо поставить, конечно же, в конце. Ctrl-Shift-F9. И, допустим, выведем все данные, все строки, где единица измерения равняется L, литр, то есть. Вот и поставим V, значит, еди. Литр – это у нас строковое значение. Значит, выбираем в кавычках. V, значит, поле еди равняется строковому значению. Строковое значение L. Попробуем это сделать. На русский язык. Попробуем L. Попробуем выполнить эту команду. Ctrl-Shift-F9. И мы видим, что команда нашла все строки, где единица измерения равняется L, то есть литр. Масло в литрах, мыло жидкое в литрах, средство для мытья стекол литры. Ограничим еще более жестко выбор данных. Предположим, что нам надо единица измерения равняется L, и при этом range должен равняться 201. Если мы посмотрим range, это у нас числовое значение. Вот мы посмотрим таблицу. Таблицу мы посмотрим. Range – это, видите, integer. Integer. Поэтому это числовое значение не записывается в кавычки при выборе. Значит, пишем v, ed равняется L, а также range должен равняться 201. Уже без кавычек, потому что range это integer. Переменный integer, не строковая. Между первой выборкой и второй мы должны поставить символ AND, что означает, должно выполниться два значения одновременно. Должно быть еди, единица измерения должна быть литр, и при этом же range должен равняться 201. Выполним эту команду. Ctrl-Shift-F9. И что мы видим? Данные показались только по тем строкам, где range равняется 201, а единица измерения равняется L, литр, то есть. Еще раз выведем. То есть оператор AND означает, что должны выполниться два условия. Первое и второе. Выведем еще раз всю таблицу. Значит, таких операторов может быть много.
Можно еще раз добавить AND и еще какое-то условие добавить. Здесь у нас Ctrl-Shift-F9 было, видите, значит, единица измерения L и range 201. Можем еще сузить выбор данных и напишем AND, чтобы еще выполнилось условие третье. Допустим, prof 1, ну то есть количество равнялось 20. Количество это real данные. Вот посмотрим сейчас таблицу. Вот prof это что у нас? Prof это real. Тип данных real. Значит, поставим prof and prof равняется 20. Выполним эту команду. То есть по логике вещей должно показать сейчас две строки, где, значит, единица измерения L, range 201 и при этом же prof 1 должно равняться 20. Поле prof 1. Prof 1 должно равняться 20. Выполняем эту команду. Должно появиться только две строки. Ctrl-Shift-F9. Да, вывелось только две строки. То есть выполняется одновременно, должны выполняться три условия. ED равняться L, range должно равняться 201, а prof должно равняться 20. Есть другой оператор. Называется OR. Или. Сейчас выведем всю таблицу еще раз. И напишем, например, select звездочка from orders 2, где, значится, допустим, ED будет равняться штука, ED равняется в кавычках штука с большой буквы. В кавычках. Кавычка и кавычка. И оператор OR, что означает или. То есть мы выбираем значение, где единица измерения равняется штука, или, допустим, единица измерения равняется банка. Попробуем их выбрать. Банка. Вот напишем маленькими буквами банка. Посмотрим, выберется ли все строки с данными, где ED равняется штука и ED равняется или ED равняется банка. Ctrl-Shift-F9. Точку запятой забыли поставить. Точка с запятой. Поставим точку с запятой. Ctrl-Shift-F9. Что мы видим? Выбрались только значения с единицей измерения штука. Банка не выбралась. Почему? Потому что оно с большой буквы. Попробуем поставить большую букву. Банка.
Что мы видим? Видите? Сейчас стало выбирать единицы измерения штука и банка. Причем банка только один раз было. Вот. Можем еще одно условие добавить. То есть эта строка означает выбрать из таблицы orders 2 все значения, где единица измерения равняется штука или единица измерения равняется банка. Можем еще один оператор OR добавить или. Значит, OR или что-нибудь такое добавим. Сейчас посмотрим. Всю таблицу выведем. Вывели всю таблицу. Или, допустим, provider prof равняется 7. Количество равняется 7. Или prof, вот у нас такое есть. Пожалуйста, prof равняется 7. То есть мы выбираем из таблицы orders 2 все значения, где ED равняется штука, единица измерения равняется штука, или единица измерения равняется банка. При этом, значится, prof должен равняться 7. Выбираем. Ctrl-Shift-F9. Ну что, значится, штука вся выбралась, банка выбралась, и prof равняется 7. Вывела 17 строк. Еще раз всю таблицу выведем. Ну вот, килограммы, да, тут prof равняется 3, вот. Клей 3. Давайте поставим троечку. Смотрим, что будет. Должен появиться клей. Ctrl-Shift-F9. Что мы видим? Значит, появились штуки, да, все верно. Штуки есть. Банка есть, да, или банка, или prof равняется 3. Видите, появились килограммы, строчка с килограммами. Она как бы не должна была появляться, но так как мы добавили еще условие или prof равняется 3, она вывела эту строку. Вот, то есть на данном уроке мы изучили оператор AND, и, который означает и, то есть должно выполняться одно и другое условие, и оператор OR, или, при котором должно быть выполняться либо одно условие, либо другое, либо третье. Также можно совместить эти все операторы OND и OR. Попробуем это сделать. Так, выведем всю таблицу еще раз. Вся таблица. И, допустим, выберем значения. Скопируем табличку эту, строку. И сделаем, значится, выберем, где единицы измерения равняются штука или банка. И при этом банка штука, и при этом prof должен равняться 2. Поставим двоечку. То есть должно выполниться два условия одновременно. Prof должен равняться двоечке, а единица измерения должна быть либо штука, либо банка. Попробуем это выполнить. То есть если мы пройдемся
табличке, то проф тут у нас, значит, вот двоечка есть. Но тут единица измерения комплекта. Она не должна попасть в результат. Тут двоечка и банка. Это должно попасть в результат. Это раз. Потом ищем дальше. Двоечка. Есть вот еще двоечка и штука. Тоже должна попасть в результат. Это уже вторая строка. Попробуем выполнить. По логике должно появиться две только строки. Ctrl-Shift-F9. Так, единица измерения штука. Сработала? Сработала. Единица измерения банка. Сработала? Как бы сработала. А вот проф 1 равняется 2. Сработало. Но, видите, должно было бы вывести два значения. А вывела больше. Если мы это объединим в скобочки, то будет уже умножение. Видите? Значится, условие должно выполняться, где еди равняется штука или банка, и при этом проф должно равняться 2. Сейчас вот должно появиться две строки. Только Ctrl-Shift-F9. Вот видите, появилось только две строки в данном случае. То есть выполняется два условия. Должно выполниться два условия. Вот это вот проф равняется 2 можем в скобочки добавить. Видите, два условия. Первое условие. Проф 1 должно равняться 2. Оно выполнилось. И при этом еди должно равняться либо штука, либо банка. Видите тоже. Еди банка в этом случае, в этом штука. То есть вот эта строка означает, значит, выбрать из таблицы orders два значения, где проф 1 должно равняться 2, и при этом же единица измерения должна быть штука, либо банка. Вот она выбрала две строки только. Нашло две строки. Если же мы такую строчку напишем без кавычек, то выполняется, поиск ищется по единице измерения штука или банка. А также проф 1 равняется 2. Выполняем Ctrl-Shift-F9. Видите, сколько строк появилось? 17. Не 2, как в прошлом раз, а 17. 17 значений. До этого было 2, а стало 17. То есть она выбирает единица измерения штука. Есть? Есть. Единица измерения банка. Есть? Есть. И при этом проф 1 должно равняться 2. Проф 1 равняется 2. Выбрала вот только это значение. То есть это очень, так сказать, тонкое место. С этим нужно быть очень аккуратным. То есть вроде как разница всего лишь в каких-то скобках, всего лишь в скобочках, а результат абсолютно разный появляется.
Ну, то есть на этом уроке мы изучили, что поля можно записывать в любом порядке. Этим полям можно давать названия свои. Вот. И также изучили два оператора. Оператор AND, логическое умножение, то есть должно выполняться два условия одновременно. И оператор OR, или логическое сложение. То есть OR означает, должно выполняться либо одно значение, либо одно условие, либо другое должно выполняться. На этом пока все.